Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео покажу стопроцентный эксклюзив. Посмотрите, какое крепление имеет это украшение. Когда впервые ко мне пришла такая идея, я сомневалась, что это будет непрактично, неудобно, но все же попробовала и абсолютно об этом не жалею. Сейчас пользуюсь сама, а также такие изделия пользуются большой популярностью среди моих покупателей. Поэтому я сняла для вас мастер-класс и с большим удовольствием покажу, как же я это делаю. Я подготовила заготовочку. Как ее сделать, я показывала очень подробно. У меня есть видео для тех, кто не видел и хочет посмотреть. Ссылочка будет в описании, а также в правом верхнем углу. Вот такой шаблон у меня есть. Это из папки для файлов. Он прозрачный, очень удобно. Он, конечно, маловат. Вообще шаблоны я вот такую картинку из интернета скачала, обвожу и вырезаю, когда мне нужно. Вот этот побольше я делала вот такой подвес. Тоже видео есть, кому интересно, ссылочку оставлю. Ну, я решила, что так как нужного мне размера нет, я справлюсь и с этим. Прикладываю, смотрю, у меня все впритык. С изнаночной стороны беру ручку и обвожу по контуру. Далее рядом, отступив буквально 3-4 миллиметра, просто провожу еще раз линию. Срезала немножко лишнее. Вот так, смотрите. Я проверяю, чтобы у меня все было ровно. Далее потребуется какой-нибудь жесткий материал. Я использую плотный пластик. Покупала его в строительном магазине. Можно взять плотный картон. Накладываю шаблон и вырезаю, но чуть больше, то есть по нужному мне размеру. Получилось вот так. Видно, да? И также я буду использовать утеплитель. У меня Slimtex 200 грамм на квадратный метр, но можно заменить любым флисом, синтепоном или же фетром. Вырезала по шаблону. Далее накладываю с изнаночной стороны утеплитель, шаблон. И сейчас вот так ткань мне нужно стянуть по всем сторонам. Я использую нить в 2 сложения и обычную иглу. Вкалываю сначала в одну сторону, затем в другую, вот так затягиваю. И вот так постепенно стягиваю все края. Но здесь важно взять очень крепкую нить, потому что стянуть нужно хорошо. И если вы возьмете нитку, которая быстро рвется, то вы просто не сможете так хорошо стянуть. Проверяю, смотрю и подтягиваю. Вот так у меня все получилось. Изнанка выглядит вот так. И все отлично. Теперь я беру пластик. Это уже папка просто обычная канцелярская. То есть не вот такая для файлов, а пожестче. Также я по шаблону ее вырезала. И сейчас мне ее нужно приклеить. Какой стороной клеить, абсолютно без разницы. Клей можно использовать абсолютно любой. Я люблю вот такой гель-момент. Он прозрачный. И наношу так, не жалея, потому что все-таки у нас неровности и нужно, чтобы все проклеилось. Вот так прижимаю. Обязательно клею нужно дать остыть, то есть чтобы он немного прихватился. Буквально 5-7 минут и можно уже приступать к дальнейшей работе. Далее сюда мне нужно магнит. Вот такие магниты я использую. Я их покупаю либо в рукодельных магазинах, вот смотрите, еще поменьше они бывают, либо в рукодельных, либо в строительных магазинах. Вот этот магнит у меня остался в упаковке. Покупала в Монпасье. Цена 14 гривен. Именно его и буду использовать. Этот, который побольше, покупала в строительном магазине. Магнит я также приклеиваю. Буквально 1 капелька клея. Вот так ставлю в центр. Буквально 1-2 минуты и можно продолжать. Вот такую искусственную кожу я буду использовать. Она продается в обычных тканевых магазинах на метраж. Она на трикотажной основе. Но для начала я всю основу должна проклеить клеем. Все тем же.
Вот так я это делаю. И также на магнит, на основу очень тщательно проклеила. Далее беру искусственную кожу, можно сверху или же наоборот, вот так приклеиваю. Смотрите, далее вот такие кажутся пузыри, немного вот так руками я разравниваю, но это не пузыри, это клей. Когда он высохнет, ничего этого не будет. Вот так хорошо разравниваю. На этом этапе нужно дать хорошо высохнуть клею. Но сначала нужно хорошо все разровнять. Далее я срезаю, но пока срезаю вот просто с запасом таким. Далее я лучше уже по ходу даю остыть. Ну вот пока не высохнет клей. Когда он уже высох, вы это точно увидите. Вот у меня еще совсем немножко, но я пока займусь краями. Срезать нужно так, чтобы и передние, и задние стеночки были на одном уровне. То есть не больше, не меньше. Вот просто на одном. Все у меня получилось. И сейчас смотрите. Я беру мононить и буду прошивать бисерной иглой. Вот такими я пользуюсь. Японские. Очень рекомендую. Их так надолго хватает. Я даже не помню, когда их купила. Подготовила вот такой бисер серебристого цвета. И сейчас уже у меня мононить, уже узелок есть. Я ввожу узелок. Вот так немножко завожу, чтобы спрятать его. Здесь неважно на лицо или на изнанку, уж как вам удобно. Мне удобнее в этой работе так. Беру 2 бисеринки. Видно, да? Продеваю ближе к основанию. И сейчас иголочку завожу с изнаночной стороны на лицо. Также можно сделать и наоборот. Вот так прошиваю. Смотрю, чтобы у меня ничего не запуталось. И теперь иголочкой поддеваю крайнюю бисеринку. Вот так отсюда будет лучше видно. Снизу вверх. Вот так. И получается, что моя мононить выходит из бисеринки наверх. Далее беру одну бисеринку, прокалываю рядышком. Вот так. И теперь буду одевать только по одной бисеринке и каждый раз заводить снизу вверх. Думаю, процесс вам понятен. Все действия повторяются. Одну бисеринку вкалываю рядом с изнанки на лицо и продеваю снизу вверх. Вы один раз попробуйте, и будет вам очень все понятно. Тут ничего сложного нет. Не вижу смысла делать слишком длинное видео, поэтому этот процесс доделываю за кадром полностью и показываю вот сейчас, как буду завершать. Смотрите, здесь у меня остается не так много места. Вот я еще продеваю одну бисеринку, снова снизу вверх. Проверяю, смотрю, все ли хорошо, и вижу, что у меня есть еще одно место для бисеринки. Одеваю, прокалываю. То есть до самой крайней бисеринки все действия повторяются. Теперь мы подходим плавно к той самой первой, которую мы не продевали снизу вверх. И в нее нужно проколоть сверху вниз. Вот таким образом. Сейчас нужно увести иголочку. Мне здесь сложно, потому что пластик жесткий, плюс все проклеено. Ну, у вас не получается в одну сторону, пробуйте в другую. Смотрите, вот так. Сверху вы увидите, она по-другому, нежели все остальные расположена. Поэтому вы там не перепутаете. Вот так сверху. И нужно увести вниз. Вот все у меня получилось. Видно, да? И затянула. Смотрите, раз. И все бисеринки стали в один ряд. Вот так получается. Так как я вывела иглу в видное место, я увожу немного в бок. Там делаю закрепку.
Беру ножнички и просто срезаю. Все, готово. Одна сторона завершена. И сейчас самое время приступить ко второй части. Готовлю я второй магнит и также искусственную кожу. Вот так накладываю, беру ручку и обвожу. Обвести нужно 2 раза. На этом этапе я вырезаю, но я не очень стараюсь. То есть вот так. Конечно, нужно подровнять. И также обязательно проверить, все ли правильно, все ли подходит, совпадает ли размер. Вижу, что все хорошо, даже больше, чем нужно. Ну, срезать я всегда успею, поэтому лучше с запасом. Сейчас беру клей, приклеиваю одну сторону и также вторую. Обязательно отдаю остыть. И пока он остывает, можно срезать лишнее. Тут, конечно, не очень удобно, потому что ножницы постоянно прилипают к магниту, но все возможно. Вот так срезаю, выравниваю и проверяю, чтобы точно клей остыл. Далее снова я беру бисерную иголочку, мононить и узелочек обязательно и бисер. Вкалываю с любой из сторон. Делаю все точно так же, как и было на броши. Одеваю 2 бисеринки, прокалываю. Вот так. Опять же, как я уже говорила, с абсолютно любой стороны. Делайте так, как удобно вам. Удобно вам с лицевой на изнаночную, делайте так. Удобно наоборот, ваше право. Результат от этого никак не меняется. Продеваю снизу вверх и продолжаю. Беру одну бисеринку, повторяю все действия. Когда я обрабатываю край бисером, я всегда использую одинаковый бисер, то есть я не беру китайский, который весь разнокалиберный, я беру либо чешский, либо японский бисер. В данном случае у меня чешский. Я закончила, вот так выглядит, на первый взгляд даже непонятно, что это. Но когда мы берем в руки украшения, все становится на свои места. Вот такая красота у меня получилась. И еще сейчас покажу одну брошь, которую я ношу, использую. Смотрите, она тоже на магните. И здесь важно сказать, чтобы не было слишком много больших бусин. Вот сейчас для примера покажу. Включаю весы, не хотят с первого раза. И вот эта брошь без заднего магнита весит 12 грамм. С магнитом 15. Вот эта брошь, здесь использованы более крупные бусины, они стеклянные. Но их там не так много, и она весит 17 грамм без заднего магнита и 21 с ним. То есть, если бы на основе было больше больших бусин, она бы весила больше. Я рекомендую делать такие облегченные варианты. Сейчас хочу показать более наглядно, как это выглядит, как это смотрится. Вот начну с этой. И вот так, смотрите, какая красота. Можно повернуть в другую сторону, можно ровно, можно ниже. Но это уж как кому больше нравится. Еще покажу вторую свою брошку, которую я ношу. Вот так. Все спрашивают, что это, и хотят купить. Вот так это выглядит. Еще хочу показать, как смотрится на одежде. И вот он, мой идеальный вариант, когда я ношу брошь на одежде, не думая о том, повредится ли ткань от прокола. Ну разве это не прелесть? Просто идеально. Мастер-класс, который вы только что просмотрели, был записан мной и опубликован на моем втором канале 7 октября 2021 года. Так как сейчас на том канале эти видео уже недоступны, то по возможности я их буду перемонтировать и адаптировать под этот канал, и все они будут доступны здесь.
На тот момент этот видеомастер-класс набрал более 1 миллиона просмотров, что сделало это изделие, безусловно, очень популярным. Я его называю бестселлером. И даже на сегодняшний день, лето 26 года, я до сих пор получаю запросы на то, чтобы сделать такое изделие на заказ. Конечно же, с разными вышивками, с разным оформлением, но суть этого изделия вот такая магнитная застежка. Ну а применение подобных украшений, конечно же, очень широкое. Ну и на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.